Всем привет! Это новая серия влога Муравлёвый Лайф из Аргентины. Мы сейчас путешествуем по этой прекрасной стране. Покажем вам в этой серии водопады Игуасу и в целом наше путешествие, которое мы проделали из Буэнос-Айреса в Пуэрто-Игуасу. Место 3 границ и вообще в целом очень-очень красивые места Аргентины. Полетаем на квадрокоптере, поэтому смотрите это видео до конца, будет очень-очень интересно. У нас по плану сегодня проехать 800 с лишним километров. Время в пути займет примерно 9 часов. Ну, плюс остановки, наверное, 10, может быть, даже 11, не знаю. Там где-то на коптере полетаем, где-то что-то подснимем, покушаем, заправимся. Это все время. Вот он, чистенький, красивенький. В общем, в путь-дорогу сейчас отправимся. Супер красивый мост. Блин, рекомендую вам поехать этой дорогой. Это просто неописуемые эмоции, впечатления. Мы сейчас в очень красивом месте. Это не так далеко от Буэнос-Айреса, ребята. Постараюсь оставить потом ссылку на это место. Очень красиво. Не знаю, какие-то сады здесь. Ну и, естественно, Nissan Frontier, наш пикапчик, который замечательно вписывается в это место, ну прям вот тютелька в тютельку. Наше путешествие продолжается. Мы, оказывается, я думал, и по моим ощущениям было, как будто бы километров 250 проехали, но что-то я сильно забегал вперед. Мы проехали всего лишь 157 километров. Сейчас находимся вблизь городка Сейбас. Надеюсь, правильно его произношу, может быть, Сейбас. В общем, заехали на заправку Shell. Бензин, кстати, здесь намного дороже, чем в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе дизель, точнее, в Буэнос-Айресе дизель стоит, по-моему, 280, либо 290, 295 максимум. Здесь 338 песо за литр дизельного топлива. На заправке бегают курочки, местные жители вон стоят, покуривают. Здесь ламы. Представляете, 157 километров, как я говорил, от Буэнос-Айреса. И вот вам уже ламы. То есть не нужно было ехать в Сальту, как я поехал, чтобы увидеть ламу. Ламы могут быть... кстати, даже позже я увидел лам даже в Буэнос-Айресе. Где-то в каком-то районе проезжал, и там была тоже закрытая такая территория, но заборчик просвечивался, и были видны ламы, которые паслись здесь. Здесь, кстати, не только ламы, но еще и мы увидели вот там, вот здесь, видите, страус. А рядом со страусом сидят две борзые, которые, видимо, пасут вот этих, наверное, лам. Иначе я не знаю, зачем нужны здесь борзые. Вот как-то так. Перекусили, едем дальше, ребята. Мы сейчас останавливались сделать кое-какие свои дела, полетать на дроне. И вот сейчас мы едем по провинции Энтре-Риос. Надеюсь, правильно ее произношу. Так вот здесь начал появляться лес, то есть какие-то пейзажи уже более интересные, нежели в провинции Буэнос-Айрес. То есть там как-то вот только то место, которое я вам показывал, мост этот, туман, рассвет, вот это было красиво. Дальше началась скукота, в общем, смотреть вам по этой дороге было нечего. Будет нечего, если вы будете ехать нашим же маршрутом. Мне мысль такая пришла, что я, например, никогда в жизни нигде, вы знаете, мало где был, нигде не видел, чтобы хвойный лес как-то был рядом расположен с плантациями пальм. То есть мы сейчас едем, огромные плантации хвойных деревьев, такой очень-очень густой лес. И тут же заканчивается этот лес, и начинается плантация пальм. Очень интересно смотрится. Я бы, наверное, только ради этого поехал бы по этой дороге и полюбовался бы этой красотой, что вам рекомендую. Мы все ближе и ближе к заветной цели, к городу Посадос. Осталось ехать еще 5 часов. Мы снова в какой-то достаточно сельской местности.
Из достопримечательностей по дороге только мандариновые деревья, мандариновые плантации. Проезжали какое-то совсем небольшое либо озеро, либо что-то такое. Ну и, в общем, либо лес, либо пальмы, либо вот мандариновые плантации. Больше ничего нет. Населенные пункты появляются достаточно редко. Здесь стало заметно теплее. Вы видите по тому, что я уже подразделся, так скажем. То есть в футболке, ну, достаточно тепло, прям хорошо. Температурный датчик в машине показывает, что 26 градусов за бортом. Ну и по ощущениям примерно, наверное, так же. Мы на какой-то заправке. Заправка называется ИПФ. Сейчас посмотрим, сколько же стоит здесь топливо. Дизель Infinia здесь 320, но здесь нет того дизеля, который мы заправляли на заправке Shell, вот, но как бы ценник примерно вот такой. Посмотрим дальше, на Shell будем останавливаться, посмотрим, сколько там стоит топливо. Что еще хотелось сказать? По пути очень много попадается постов, где стоят полицейские, вот, причем, по-моему, даже не жандармерия, а именно полицейские. Те, кто живет в Аргентине, знают, что есть санитарный контроль, то есть стоят ребята из санитарного контроля, потом есть жандармерия и есть полицейские. Если я не прав, напишите в комментариях свою версию того, что же здесь есть. Вот пятна. Все стекло, в общем, в пятнах, потому что машкары очень много, так как здесь достаточно благоприятный, наверное, климат для того, чтобы они здесь все жили и размножались. В Буэнос-Айресе все-таки попрохладнее, поэтому у меня стекло всегда было чистое. А тут оно у меня грязное. Вот жандармерия стоит, протирает себе окна. Миша мне предлагает подъехать к ним и попросить, чтобы они и нам протерли. Но это, конечно, все юмор. Вот, сейчас попробую подъехать и помыть сам. Надеюсь, там есть ведро, вот этот шкребок, или как он там правильно называется. Ребят, если работаете на мойке, напишите в комментариях. Подъедем, сейчас попробуем сами помыть себе стекло, но при этом не заправляться. Не знаю, зазорно это здесь или нет. В общем, поехали посмотрим. Вон он, заветная штучка. Сейчас помоем. Ехать нам 5 часов 33 минуты еще до Посадоса. Качество асфальта, вот это, наверное, идеальное. А бывает такое, что хорошо, что мы на пикапе. Были бы на какой-то другой машине, чувствовалось бы это заметно сильнее. Вот здесь, вот, видите, убирают лес. То есть это была какая-то лесозаготовка. Вот, дальше повезут на фурах куда-то дальше в строительные магазины. Видели тут несколько строительных баз, где все это дело хранят, распродают, и много грузовиков ездит в сторону Буэнос-Айреса с этим же лесом. Там, видимо, тоже продают. Вот, наверное, чем занимается местный народ. Пасет коров, пилит, рубит лес. Что еще делать, не знаю, мандарины выращивает. Как-то так вот здесь и живут. Населенные пункты очень-очень редко попадаются. Практически вся дорога — это свободная дорога, где очень-очень редко попадаются какие-то там вижи, какие-то городки очень-очень маленькие. Так что достаточно скучно и показать вам нечего. Мы уже почти приехали, но любопытство, оно просто гложило нас практически всю дорогу, потому что здесь, в Аргентине, есть какие-то места, в которых, вот представьте себе, одно большое поле, и все это поле усеяно как будто бы кротовыми норами. И нам стало интересно, что же это за норки, что же это такие за возвышенности, которые вот красуются здесь на местных пейзажах. В общем, сейчас пойдем смотреть. У моего друга любопытство играет больше, чем у меня. Вот. Но и мне стало интересно, поэтому давайте посмотрим, что же это. У нас была легенда, что это сусликовая нора. Другая легенда была, что это... Сильный звук был. Другая легенда была, что это кроты или еще кто-то, может быть, птицы какие-то роют вот такие норки. Ребят, вот здесь они коричневые, и их не так много. Вроде никаких отверстий, входов, выходов из этой норы мы не увидели. Непонятно, что же это такое. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, что же это за мистические
не норы, а я даже не знаю, какие-то возвышенности. Смотрите, ребята, и она вот прям, Миш, потрогай. И она прям такая, прям очень-очень, она как будто бы рыхлая с одной стороны, а с другой стороны вон, она выдерживает, сколько там, Миш, 60-70 килограмм, да? Вот, ну непонятно для нас, что же это такое. Чё? Если бы мы знали, что это такое. Опачки. Ага. А вот мы нашли какое-то отверстие. Но оно на самом деле, и вот здесь тоже, на мой взгляд, оно достаточно небольшое. Я думаю, что за звуки, а это вон гуси-лебеди какие-то полетели. В общем, ребят, если знаете, пишите в комментариях. Нам, ну, очень интересно, потому что бывают такие поля, которые прям усеяны этими штуками. Здесь их вот раз, два, три, ну, не так много, но тем не менее, как бы достаточно часто попадаются. How the hell did we wind up like this? Were we able to see the sign that we missed? And tried to turn the tables. I wish Вот так выглядит наш отель. Такая вот красота. Вот так вот это все. Парень меня заселил, он работает на ресепшене. Представляете, оказалось, что он родом из того городка, где находятся водопады Игуасу. Сама судьба меня сюда привела, и этот человек попался мне не просто так. Я обязательно возьму его контакт. И я не знаю, как жизнь повернется. Возможно, когда-то я окажусь здесь, в этом городе, и буду здесь жить. И мне понадобится его помощь. Мы запустим какие-то туры по здешним местам. Давайте посмотрим номер, который обошелся мне всего лишь в $40. Здесь вот такая вот ванная комната. Здесь у нас все по классике. Сейф, какое-то одеялко, видимо, бывает достаточно прохладно. Здесь вот такая вот кровать. Зеркальце. Какая-то супер крутая картина висит у меня. Есть какой-то, видимо, я не знаю, что это, часы или ресивер телевизионный. Есть пульт. Wi-Fi даже есть. Телевизор-то есть? Да, телевизор у нас тоже есть. И сплит-система тоже имеется. Собственно, вот он я. Сейчас снимаю рюкзак, переодеваюсь, иду в душ и пойду кушать. Вот. Пойду кушать, ребят, снимать уже ничего сегодня не хочу. Завтра покажу вам город, как же он выглядит. Мне кажется, он прекрасен. У него широкие дороги, красивая набережная должна быть. Поэтому завтра полетаем на дроне. И завтра посмотрим, как же выглядит этот замечательный город Посадос. Парень, который был на ресепшене, который я показывал буквально 2 минуты назад, взял название нашего влога и, собственно, пошел смотреть. Так что я, когда приму душ, искупаюсь и приду со своего ужина, я думаю, он пару серий уже посмотрит, вот, и будет делиться, наверное, яркими впечатлениями. Им всегда интересно узнать, что же думают о их стране иностранцы, где они бывали, что видели, потому что иностранцы чаще всего, когда путешествуют, они видят намного больше, чем видят местные коренные жители, аргентинцы. Солнце мелодично восходит, ручеек света ласково будет, дует ритм. Такой вот у нас сегодня завтрак с таким прекрасным видом, ребята. Прохладненько, правда, но, блин, на что не пойдешь ради влога. В общем, Аргентина — это действительно красивая страна, где пальмы сочетаются, вот там вдалеке кактус, где мигает стробоскоп. Утро доброе, ребята. Я проснулся в прекрасном городе Посадос. Здесь большая влажность. Утром, видимо, был туман, потому что весь автомобиль мокрый. Сейчас вам его покажу, как это выглядит. В общем, весь вот, видите, сколько влаги. Прям мокро-мокро, как будто бы дождь прошел, но дождя не было. А вот у нас друг появился, смотрите какой. Он здесь вот вместе с кошкой, вон, кстати, кошка мяучит. А вот таксеныш. Иди сюда. А тебя никто не гладит никогда, да? Бедолага. В общем,
Здесь собака обитает, она спит на ресепшене, точнее, за дверью ресепшена, ей там постелили, ой, да ты посмотри, постелили ей там местечко, и она там, короче, кайфует. Вот, все разъезжаются, мы тоже сейчас наш чемодан закинем в багажный отсек, надо его только открыть. И, собственно, поедем, заправимся топливом, потому что дальше, скорее всего, у нас там 300 с чем-то километров еще пути, скорее всего, дальше заправок нормальных не будет. Вот, поэтому нужно будет долить дизеля. Что там у нас внутри? Внутри все сухо. Я вот стульчики раскладные взял на всякий случай, плед где-то постелить. Так, все, чемодан поехал, упакован. Отлично. Это закрыли, и сейчас на замок закрою. Всегда закрываю на замок, когда ездим куда-то на дальние расстояния. Ну, не дай бог, на заправке остановишься, пойдешь куда-то кушать, а в итоге придешь, у тебя в багажнике нет ничего. В кузове, так скажем. Прогреваю нашего коня. Видите, земля, она вся вот такая красноватая. Вот здесь рядом через реку Парагвай, а в Парагвае, в Боливии, там везде получается такая глиняная почва, вот красноватая. Я думаю, видели видео из тех мест. Вот, поэтому, собственно, и здесь ровно то же самое в самом городе. Ну а теперь рекламная пауза. Если вы переезжаете из Буэнос-Айреса в какую-либо другую провинцию или даже здесь по городу, обращайтесь ко мне. У нас пикап с достаточно вместительным кузовом, с грузоподъемностью 1 тонна. Пишите в личку, ссылка будет в описании на мою телегу. Я вчера прочитал какую-то из местных статей, когда искал информацию об этом городе. Мэр города Посадос заявил, что его город является одним из самых безопасных городов Аргентины, благодаря тому, что они установили, по-моему, 900 камер по городу и планируют установить до 1500. Здесь, кстати, достаточно много камер, которые штрафуют тебя за проезд на красный свет. Купил билетик, стоил он 1500 песо. Вошли в парк, парк очень приятный, достаточно красиво, все аккуратненько сделано, никакого мусора, ничего, но это национальный парк, какой здесь мусор. Какие-то указатели, красиво, прикольно. Мы приехали, дело в том, что достаточно поздно сюда и решили сразу махнуть на Игуасу. То есть мы в город не заезжали, не заселялись в отеле. Зашли в парк, и нам объяснили ребята, которые работают здесь, что через 15 минут отъезжает последний поезд, который ведет, собственно, в самые красивые места. Заскочили в туалет, и сейчас бегом-бегом пойдем покупать билеты на этот поезд. Так, ребят, пока покупал воды, понял, что на поезд мы, очень сильно уже опаздываем, поэтому я прям бегу за ребятами. Только что слышал, как безумно красиво пели какие-то птицы. Это как раз история про джунгли, когда ты здесь находишься, какое-то необычное состояние, очень много всяких жучков, паучков, каких-то птиц или еще кого-то. В общем, интересно все. Ребята, пока сидим, ждем, когда же будет отправление следующего, не то что следующего, а последнего поезда. Хотел вам рассказать историю, которую наблюдал только что. Я безумно боюсь пауков, которые, знаете, такие прям огромные. Вот, и всегда был какой-то вот такой страх, что я его где-то увижу, он меня укусит, еще что-то произойдет. Ну и в целом они такие достаточно мерзкие для меня. И сейчас смотрим, мне мои друзья показывают, говорят: Сань, смотри контент. И я понимаю, что я вижу картину, когда мужчина, сотрудник этого национального парка, просто в пакет пытается засунуть вот такого паучка.
Не успел я подбежать это все дело снять, но видел, как его выкидывают куда-то, ну, дальше, в травку он его выкинул. И, собственно, этот паук побежал дальше жить своей жизнью. Вот, у нас бы пришлепнули его тапком каким-нибудь и типа, ну все, нет паука, не угрожает он вашей жизни. Здесь немного другой подход, ну, опять же, так как это национальный парк, к животным и всему тому, что здесь окружает, к флоре и к фауне, собственно говоря. Приехал поезд, сейчас я вам его покажу, он где-то вот там. Вон он там поездочек, и, надеюсь, вам видно, люди выходят из него. Мы приехали, и купили же мы вот эти балахоны, чтобы не промокнуть. А судя по тому, по тем людям, которые идут обратно с водопада, ни одного человека, который был бы хотя бы чуть-чуть мокреньким или шел бы вот в этом самом балахоне, его нет. Отсюда нарисовывается вопрос. А есть ли там какое-то движение на водопадах или воду перекрыли, она закончилась, и теперь там как бы не водопады, а непонятно что, и смотреть там нечего. Ну, в общем, через какое-то время мы об этом узнаем. Река действительно широкая. Мы хотели здесь увидеть крокодила, но что-то крокодила ни одного мы не наблюдаем. Ребята, мы подходим к этой красоте. Красота на самом деле прям неописуемая. Я надеюсь, будет еще красивее, чем сейчас. Опять же, повторюсь, мы только подходим к этому чуду. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. Не знаю, мне в маленький экранчик, конечно, выглядит это совсем не масштабно. Я думаю, на больших экранах это будет выглядеть намного эффектнее и красивее. Конечно, потрясающе. Других слов просто нет. О май гад. Ребята, да, действительно, это того стоило. И это еще цветочки, то, что я вам показываю сейчас, то, что я вам покажу дальше, это да, это того стоит. Нужно теперь вклиниться куда-то, чтобы как-то пройти и... Нет, ребята, это просто невероятно. Я не ожидал, что будет масштаб настолько большой. Это что-то волшебное, и я не знаю, как эту всю мощь просто можно описать какими-то словами. Это, наверное, невозможно, потому что, это просто, да, это просто очень круто. Сейчас попробуем найти площадку, где можно будет встать нормально. Да, сюда бы запустить дрон, было бы супер круто и волшебно. Просто посмотрите на эти кадры, посмотрите на то, как это красиво. Я постоянно говорю людям, которые не ездили, не видели этот мир, что этот мир стоит посмотреть ровно как бы по одной причине, потому что у вас есть глаза, и эти глаза вам даны не только для того, чтобы выполнять какие-то простые бытовые функции, а еще и для того, чтобы видеть ту красоту, которая есть на нашей планете, видеть тот мир, который создан для нас, для людей, которые живут здесь, на планете Земля. Поэтому, ребят, даже если вы не зарабатываете много денег, старайтесь откладывать какие-то средства для того, чтобы путешествовать, расширять свой кругозор и видеть то, что не видел условно ваш сосед или друг. Это стоит того, это расширяет границы вашего разума, делает вас умнее, сильнее и более жизнелюбивыми. Хотел поделиться с вами мыслями своими насчет того, что, знаете, наша жизнь все-таки не вечна. Какие-то даже грустные моменты приходят здесь, когда ты видишь эту красоту. Ты просто понимаешь, что ты хочешь, чтобы твои близкие были рядом, всегда абсолютно никого не терять и разделять с ними эту радость тех мест, которые ты посещаешь. Опять же, повторюсь, особенно находясь здесь,
сейчас я реву, как ревел тогда, когда Аргентина стала чемпионом мира по футболу в этом году. Я очень эмоциональный человек, и естественно, я здесь расчувствовался, как девчонка, наверное. Но во влоге, говорят, нужно показывать свои эмоции, поэтому я стараюсь придерживаться этих же правил. Ребята, я рекомендую вам взять всю свою семью, как можно больше путешествовать, посещать такие красивые места, места силы и порассуждать о жизни, о том, что вам дорого, построить какие-то планы на будущее. Здесь очень хорошо думается, очень хорошо пробивает на эти самые эмоции, поэтому я рекомендую вам долго не тянуть с теми моментами жизни, которые, наверное, ты всегда думаешь, что они могут, ну, типа, ты сделаешь это завтра, никогда не откладывайте на завтра, потому что все вы знаете, что все всегда нужно делать сегодня. И сегодня собирайте вещи, если вы живете в Буэнос-Айресе, особенно если скучаете по каким-то путешествиям, берите машину в аренду, либо находите какие-то другие варианты и едьте в такие места, места силы. И поверьте, ваша жизнь после таких поездок может очень круто измениться. Я надеюсь, что изменится и у меня, и в лучшую сторону. Эта серия влога подошла к концу. Смотрите, что будет в следующей серии. И обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Я, наконец, добрался до этого постамента. Вот здесь Бразилия, а вот здесь Парагвай. А я сейчас нахожусь в Аргентине. Военные объекты в большинстве стран снимать запрещено. Думал, что туда лучше не подходить, потому что все-таки военные. Приехали полицейские. Continúa su recorrido.